Сеймур Херш обвинил администрацию Байдена в организации атак на Крымский мост. По информации журналиста, в ходе атак применялись американские технологии. Также он ссылался на источник одного из чиновников. При этом журналист приводит дословную цитату этого чиновника, где тот выступил с критикой самого Зеленского. «Украина самое коррумпированное и самое глупое правительство в мире, за исключением Нигерии. И поддержка Зеленского со стороны Байдена может быть обусловлена тем, что он заботится о сыне». Вот какой все-таки цель и интерес преследовала США в атаках на Крымский мост, и как защищает Байден своего сына, подогревая конфликт? Я оставлю на совести Херша заявление о том, что Штаты причастны были к этим атакам. Это пусть он доказывает. Я этого не знаю. Понятное дело, что внешние конфликты всегда отвлекают собственного избирателя от внутренних проблем. Я как-то рекомендовал всем умным людям посмотреть фильм, американский фильм, очень хороший фильм «Хвост, который виляет собакой». Посмотрите обязательно, там Дастин Хоффман играет, Роберт Де Ниро, это просто кайф, сумасшедший кайф. Там тоже для того, чтобы отвлечь от скандалов, связанных с президентом, плохих скандалов, как бы устроили войну. Почему как бы? В фильме она виртуальная, ее не было на самом деле, но по всем каналам ее как бы вели, потом как бы победили, и песни слагали, и героев национальных нашли, и даже кого-то похоронили, ну и так далее и тому подобное. И нацию отвлекли, и в конце концов президент победил на следующих президентских выборах. Поэтому здесь параллель провести можно и нужно, это уже давний механизм, так давно работают, и это работает. Вот. Что касается в целом ситуации у президента, я так понимаю, она не самая хорошая, я сейчас говорю об американском, она не самая хорошая, потому что, по-моему, председатель Нижней палаты парламента, председатель Конгресса, заявил о необходимости начала процедуры импичмента в отношении действующего президента в силу всех собранных обвинений или доказательств о коррупции целого семейства. Членами семьи Байдена. Так вот, это было всего лишь одно сообщение о подозрительной активности. Всего одно сообщение. А всего их насчитывается 100? И сколько же их? Еще 169 сообщений. К тому же просто потому, что это были сообщения о подозрительной активности, созданные Джо или Хантером Байденом. Они стали предметом еще одной сотни сообщений о подозрительной активности. Так что это составляет 270 сообщений, если считать по отдельности. По крайней мере, так оно и есть. Интервью длится 29 минут. На протяжении 29 минут он раскрывает все эти коррупционные схемы, при которых он говорит о том, что 6 банков, они как раз предоставили отчет в количестве 170 фильмов. На основании этого отчета сделали вывод о причастности к отмыванию денег, налоговому мошенничеству, да, и 20 компаний-пустышек. В целом речь идет о политическом покровительстве, о политической коррупции. Для американского обывателя это ужасное преступление. Собственно, их правосудие за это не гладит по голове. Он Фирташ, сколько из Вены, не может выехать. Только за то, что он долларами взятку давал в Индии. То есть не в Америке, но просто американскими долларами. А тут семейство президента в этом обвиняется. Поэтому ситуация очень непростая. Тему будут раскручивать, никуда она не денется. И я не уверен, что грохот орудий на территории нашей страны перекроет теперь грохот этой информации в Соединенных Штатах Америки. Ее не выбросят, ее будут раскручивать. Это очевидно. Никуда не денешь тот факт, что этот сын его служил зампредом, да, у нас в Буризме, газодобывающем предприятии. Никуда же не денешь. Это было. И за это писал еще расследователь при Трампе Джулиани, что там речь о 10 миллионах, кажется, что. То есть сейчас это будет нанизываться, и тема будет раскручиваться. И вероятнее всего ей дадут ход. Я думаю, что тема не будет брошена. Поэтому это повлияет и на поддержку со стороны Америки, Украины. А что касается тех слов, которые вы цитировали и которые произнес или написал Херш, ну что тут сказать? Это очень горько, это очень плохо, что так принимается моя страна, наша страна в глазах мира. Я к ним сегодня нашел отчет главного инспектора Госдепа, который говорит о том, что коррупция в украинском правительстве создает риски для иностранной помощи, выделяемой США. То есть, представляете, прошло 1,5 года, о слове «коррупция» должны были забыть, потому что коррупционеров нужно было выводить и просто расстреливать. В такое страшное для страны время, да, тех, кто позволяет загребать жар чужими телами и чужими руками, чужой кровью.
а она, наоборот, расцвела. И об этом говорит кто? Представитель ближайшего союзника. Это все очень горько, и это то, что точно так же ляжет не тенью, а саваном, скорее всего, на нынешних главных лиц в нашей стране, и они от этого не отмоются, никуда не денутся. А если увязать все сейчас с тем, что, представляете, какая информация предоставляется по линии Порошенко, какие факты, бросаются союзникам, какую информацию предоставляет Кличко, а там тоже есть и контакты, и по разным линиям информация же снимается и передается. Это все складируется. Да, это пока не пускается в эфир, чтобы не испортить картинку, но оно же все равно найдет выход, как вода. Поэтому в этом конкретном случае чувствует или знает это президент или нет, но он уже проиграл. Вопрос времени. Я сейчас переживаю за страну, а не за него. Конечно, бы хотелось, чтобы страна меньше потеряла. А какие основания должны быть для импичмента Байдена? Потому как уже очень много об этом сказано, очень много сейчас фактов. Сейчас не будет никаких оснований. Импичмента сейчас не будет. Они сейчас хотят начать процедуру, которая им позволит собирать данные быстро и под присягой. Когда у них дают люди показания под присягой, особенно сенатской или комиссии Конгресса, это очень для них круто, это очень важно. Это как судебный орган в таком случае. И там особо не забалуешься. Если обманешь, то загремишь в тюрьму за обман лет на 20-50. Поэтому для них сегодня не будет никто сейчас объявлять импичмент. Это чуть дальше уже. Сейчас речь идет о начале процедуры. А основания для этого являются достаточные данные о том, что есть поводы начинать проводить расследование. Уже все, уже нельзя эти поводы убрать. Если Конгресс за это проголосует, то начнется процедура.